Литва реагирует на заявление белорусского КГБ, Лукашенко хвалит ВСУ, а Песков вновь говорит о планах победить. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Москва проиграет, если начнет войну с НАТО. Польский министр заявил, что Путин должен жить в страхе. Военно-экономический потенциал России бледный по сравнению с Западом. Лукашенко вновь мерещится нападение НАТО и полк Калиновского. Чего добивается Минск, угрожая соседям? Понятно, что формируется напряженнейшая ситуация на наших южных рубежах. Европе быть или не быть? Макрон просит союзников не раскрывать стратегических планов и говорит, что Европе может прийти конец. Мы должны ясно осознавать, что наша Европа сегодня смертна. Она может умереть. Всем привет, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте о кнопке «Супер спасибо» под выпуском. Начинаем. США не до конца убеждены, что новый пакет военной помощи от Америки позволит Украине выиграть в этой войне. Сейчас важной задачей для Киева является изменение обстановки на поле боя. В частности, ВСУ необходимо набрать обороты и переломить ситуацию. Об этом говорят американские чиновники в интервью «Политика». Они считают, что помощь существенна, однако задаются вопросами, достаточно ли ее для победы или же достаточно только для того, чтобы временно отразить российское вторжение. Ответ имеет большое значение. Победа над Россией означает, что Украина вернет себе почти всю свою территорию после 10 лет войны. Кроме того, не проигрывая, Украина, напротив, сможет удержать свои позиции и продвигаться вперед, но не сможет вернуть то, что захватила Россия. В РФ же говорят, что у них все идет по плану, и их планы не могут быть изменены. Детальнее же о том, какие конкретные планы у России, в Кремле не говорят. Там, как мы помним, постоянно меняют цели своей так называемой СВО. Но при этом вновь говорят, что воюют с Америкой. США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы тех систем вооружений, которые они поставляют. Это не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции. Мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине. Польша не планировала и не планирует захватывать запад Украины. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский решил развеять фейки Роспропагандистов об аннексии украинских территорий. В польском МИДе назвали эти заявления, звучащие, кстати, не только из Москвы, но еще и из Минска, попыткой разделить украинцев и поляков. Кроме того, Сикорский заявил, что Россия проиграет, если решит воевать с НАТО. Заход. Не Запад должен бояться столкновения с Путиным, а наоборот. Стоит напоминать об этом не для того, чтобы усилить чувство угрозы у россиян, и нет. Напомню, НАТО — это оборонительный союз, а для того, чтобы показать, что нападение России на любого из членов Альянса закончится неизбежным поражением России. Военный и экономический потенциал России бледный по сравнению с Западным. Если у нас не будет недостатка воли, Россия проиграет. Единственная надежда Путина — это отсутствие нашей решимости. Украина имеет полное право на борьбу за свои границы в рамках общепризнанных мировых сообществ. Путин должен быть в неведении о так называемых красных линиях Запада. За стратегическую неопределенность выступает французский президент Макрон. Он считает, что это достойный ответ Москве на ее непрогнозируемое поведение. В Париже считают, что война РФ против Украины – это ключевая угроза для всей Европы, и в этой войне Путин не должен победить. Кроме того, внезапно Эммануэль Макрон заявил, что у Европы есть все шансы умереть. Поль Валери сказал в конце Первой мировой войны, что теперь мы знаем, что наши цивилизации смертны. Мы должны ясно осознавать, что наша Европа сегодня смертна. Она может умереть. Мы сталкиваемся с державой, которая не сдерживается, которая напала на европейскую страну и которая больше не находится в состоянии спецоперации и не хочет говорить нам, каковы ее пределы. Почему мы должны каждое утро говорить о наших стратегических границах? Если мы говорим, что Украина — это
Это условие нашей безопасности, что на кону в Украине помимо суверенитета и территориальной целостности стоит безопасность всех европейцев. Есть ли у нас пределы? Нет. И поэтому мы должны быть убедительными, сдерживать и помогать. Европе приходится реагировать и опровергать фейки нелегитимной белорусской власти. Так называемый глава КГБ Беларуси Тертель накануне взялся рассказывать, откуда на Беларусь осуществлялось нападение. У Лукашенко решили обратить внимание на Литву и заявили, что Вильнюс пытался нанести удары боевыми дронами по объектам в Минске и его пригородам. Однако умелые КГБшники предотвратили эти удары. Как именно все произошло, конечно же, не рассказывается, ничего как доказательство и не показывается. Тертель лишь добавил, что не представляется возможным раскрывать общественности результаты такой невидимой, но якобы успешной спецоперации. Тем не менее, Литве пришлось официально реагировать на заявления нелегитимных. Враждебная информационная деятельность характеризуется распространением дезинформации и ложных обвинений. Вооруженные силы Литвы не предпринимали и не предпринимают никаких враждебных действий против других стран. В целом же во время так называемого Всебелорусского народного собрания Лукашенко, Хренин и Тертель говорили о том, что вызывало неприкрытое удивление у тех, кто присутствовал в зале. В основном это были угрозы в адрес Запада или же заявления о вымышленных угрозах для Минска. Это мероприятие, как правило, имеет характер спектакля одного актера, когда с большими монологами политическими выступает Лукашенко. Но это уже стареющий, очень серьезно стареющий политик. Он не в состоянии держать удар, он не в состоянии даже держать аудиторию на протяжении часов. Он не смог вчера выступить более чем 1,5 часа. Сегодня также у него не было пространных выступлений, то бишь многочасовые, как раньше, там 4-часовые выступления ему уже не по силам. Фактически это орган, который не принял никаких решений. А вот так называемый министр обороны Хренин внезапно заявил, что всем недружественным Беларуси странам может быть нанесен неприемлемый ущерб. Это была цитата. В этом случае очевидно, что Медведев и Лавров провели мастер-класс Хренину, как угрожать миру ядерным оружием. А вот Лукашенко взялся за старое, рассказал о том, с какой стороны и кто будет нападать на Беларусь, а потом удивился тому, что украинцы уделяют большое внимание своей северной границе. Понятно, что формируется напряженнейшая ситуация на наших южных рубежах. В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии, около 120 тысяч человек. Территориалы и военные. В приграничных областях выполнен комплекс мероприятий по формированию системы оборонительных рубежей, районов и позиций, которые постоянно совершенствуются. Наша граница с братской Украиной полностью заминирована. Мы с их стороны. Не выборы, а фарс, а Путин не президент, а нелегитимный. Европарламент принял резолюцию, в которой призвал государства-члены ЕС и международное сообщество не признавать результаты президентских выборов в России легитимными. Документ поддержали 493 евродепутата. Только 11 выступили против, еще 18 воздержались. В резолюции говорится о том, что россияне проводили так называемые выборы на оккупированных территориях Украины, а внутри самой России процесс псевдовыборов не был свободен или справедлив. В ЕП заявили, что очень сожалеют, что венгерский премьер-министр Орбан решился поздравить подозреваемого Международным уголовным судом с переизбранием. Этот фарсовый спектакль российских властей преследовал единственную цель – создать видимость электоральной легитимности Владимира Путина, его политики безжалостных внутренних репрессий и, прежде всего, ведения агрессивной войны против Украины. ЕС должен активно поддерживать российское гражданское общество и демократическую оппозицию.
На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором нашего канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта, как всегда, ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.